І за собою він нас поведе. Буде Україна вільна, буде ненька самостійна. На ножі, на ножі, на ножі! Настоящий, на мой взгляд, предатель Родины. Ну а когда звучит гимн Украины, сердце начинает биться немножко чаще. С праздником вас, друзья. Мы победим. Всем привет! Зрители, которые со мной изначально или давно, прекрасно знают мое отношение к Анатолию Шарию. Я уже когда-то делал видео на этот счет. Но опять повально пошли комментарии Шари номер 2, подача как у Шария и все в таком духе. И некоторые комментарии по форме, которые мне пишут даже мои сторонники, мне не очень нравятся, я сейчас вам все объясню. Самое главное, я хочу еще раз и последний раз объяснить разницу между мной и Шарием. Я до 26 лет был профессиональным спортсменом. Когда я просыпался в 5:30 утра и тренировался по 2-3 тренировки в день, и это было 6 раз в неделю, Шарий, по его личному признанию, по информации в прессе, лудоманил по игровым автоматам. То есть, наверное, я так предполагаю, выходил пьяный или там обдолбанный с этих забегаловок, где игровые автоматы эти несчастные стояли. А я уже со спортивной сумкой ехал на тренировку. Это во-первых. Во-вторых, последние почти 10 лет я занимаюсь бизнесом в Украине. Я создаю рабочие места. И всегда жил в Украине. И 24 февраля встретил в Украине. И сейчас с вами разговариваю, находясь в Киеве. В то время, когда он, непонятно чем занимаясь, попал в Евросоюз и получил там политическое беженство. Потом этот благодетель, по моему личному мнению, все делал для того, чтобы в Украину пришла война. Эта война, к его великой радости, пришла. А теперь он, великий благодетель, раздает бабки людям, и мне там пишут, Шари деньги раздает. И даже находятся люди, которые слушают меня и Шария одновременно. Я вас хочу попросить, если вы такое делаете, то хотя бы не сообщайте мне об этом, потому что мне это, честно говоря, неприятно. Я и Шари это два противоположных берега. Потому что у меня есть идеология, я даю конкретное предложение, он этого не делает. Кроме того, он начал с 24 числа, когда вся наша страна подверглась страшным бомбардировкам, он начал сразу же несколько дней подряд проводить стримы, и эти безголовые начали ему отписываться, где какие прилеты на этом стриме. И по моему мнению, это была часть спецоперации ФСБ, где просто ФСБшники сидели, мониторили настроение людей и мониторили, куда что прилетело. Для них это было супер информативно, потому что у него большая аудитория. Но эти безголовые даже не подумали об этом, они совершенно свой мозг где-то потеряли. Пусть Шари расскажет про свой бизнес, который, по его словам, у него есть. Хотя бы в какой-то сфере хоть пару слов скажет. Пусть Шари или кто-то из его сторонников расскажет, в каком направлении Шари является компетентным и профессиональным. Скажите, пожалуйста. Кроме как тупое критиканство и тупое обсиралово. И я хочу вам объяснить, что я когда что-то говорю и критикую даже, я это делаю искренне, как украинец, лучшего для своей страны хочу и для граждан, для людей. Он это делает, потому что он выполнял, на мой взгляд, конкретную задачу и выполняет. Он хотел здесь дорваться к власти, дистанционно думал, у него это получится. На мой взгляд, он был ответвлением от Медведчука и всей этой ватной линии. Опять же, по информации из прессы, по всем этим расследованиям, которые были опубликованы, для меня понятно, что вся его недопартия, эта несчастная, финансировалась за черные бабки. Поэтому он играл по тем же правилам, по которым здесь играли все. А потом включал видеокамеру и рассказывал, какой он честный, хороший и правильный. Вообще он там даже до этой эмиграции что-то пытался все время куда-то влезть, какую-то тему. И наконец его уже жизнь вывела туда, куда он захотел. Он получил деньги за всю эту трепотню и комфортно себя чувствует. Но комфортно он себя чувствует, сидя в Европе, обсирая весь западный образ жизни, обсирая все западное, восхваляя все совковое, все российское, как в России хорошо. Я уже вам рассказывал, еще раз не лень повториться, рассказывал, что он специально спутником поедет уколоться. Вот такую категорию людей я презираю и убежден, что Евросоюз должен принять какие-то правила. Люди, которые восхваляют рашизм, которые восхваляют Путина и которые, живя в Европе, очень любят Россию, публично это высказывают, должны быть депортированы при любом статусе. То же самое и в США. Самое возмутительное это то, что Шари за собой, за спиной держит статуэтку Сталина, является сталинистом по сути. Ну, я думаю, здесь не надо объяснять мое отношение к Сталину, и думаю, моя аудитория меня поймет, и поймут все нормальные люди. Это ненормальная тема. Кроме того, он когда-то делал видео, где он
очень таким категоричным тоном, в агрессивной манере рассказывал, что он в Украине будет строить лагеря, когда придет власть, и будет туда сажать, я так понимаю, тех, у кого с ним расходятся взгляды. Только кто мне скажет, какие взгляды у Шария? Какие взгляды были у его партии, какая программа, по какому вопросу Шарий хоть раз конкретно высказался, скажите, пожалуйста. Еще раз подчеркну, я никогда не опущусь до того, до чего опускается Шарий. Когда он хвалил Зеленского, думал, что он примажется к власти. Потом он рассказывал, что Зеленский наркоман. То же самое, что делал Порошенко, который нанимал с Израиля топового политтехнолога. Они, помните, этот мерзкий ролик сделали Зеленского с кокаином и так далее. Или там как Бутусов разговаривал с Зеленским на пресс-конференции. Или как этот Гео Лерос там факи тыкал президенту. Я этим всем никогда не занимался и заниматься не буду. Я соблюдаю рамки приличия. Это чиновники ее не соблюдают, но это другой разговор. Шарий это просто тупой критикан, который, я еще раз повторяю, на мой взгляд, выполнял долго и продолжает выполнять конкретную задачу. Слава богу, у него ни черта не получилось, но аудитория продолжает его смотреть. И даже сейчас, когда в наш дом пришла война, в Украине сидят некоторые люди его смотрят. Я вас призываю прекратить это делать, потому что если вы не способны разобраться в трех соснах, заблудились, это большая проблема. Тогда вы не можете адекватно оценить реальность, адекватно голосовать на выборах. И, извините, вообще ничего не понимаете. Для тех, кто такой же точки зрения, как я, и возмущаются, считают, что Шарий должен быть арестован, одним словом, к нему должны быть применены какие-то юридические меры, я вам хочу сказать, к сожалению, все это провалено, и я в ближайшем будущем этого не вижу. Единственное, что может быть, его могут поймать и как следует дать по жопе солдатским ремнем, пока он не запоет вот эту песню. Жовто-блакитні наші прапори, ми непереможні, шаблі догори. Буде Україна вільна, буде ненька самостійна, лів, на ножі, на ножі, на ножі. Батько Бандера знову к нам прийде і за собою в бій нас поведе. Буде Україна вільна, буде ненька самостійна, на ножі, на ножі, на ножі. Ну а если по-серьезному, надежда, что когда-то он отправится на концерт Кобзона, потому что такая мразь, которая столько гадостей сделала для нашей страны, которая так не относится, она должна получить по заслугам. Настоящий, на мой взгляд, предатель Родины. Ну и в завершении его дружок, с которым они вели эфиры прекрасно, а теперь они все быстренько почистили, все удалили. Я даже не знаю, куда они утилизировали все эти видео. Как тоже Макс Назаров звал сюда Россию, рассказывал, как Россия это хорошо, как у Путина, какой Путин вообще в Украине уважаемый человек, и все в таком духе. Смешно я записал поздравление с Днем независимости Украины, посмотрите. Сегодня в Украине очень важный день. Мы не празднуем сегодня День независимости, мы его отмечаем. Праздновать будем, конечно же, после нашей победы. И с самого утра, в самом сердце столицы, на Хрещатике, выставлена вражеская уничтоженная техника. Посмотрите, как это выглядит. Ну а когда звучит гимн Украины, сердце начинает биться немножко чаще. С праздником вас, друзья. Мы победим. Это я ему даже в ТикТоке комментарий на это написал, ну потому что такое ничтожество даже противно смотреть, это насколько нужно себя не уважать, чтобы так переобуться в воздухе. Ну мне противно просто, мне противно. И сейчас что он делает, опять же на мой взгляд, он сделал там YouTube канал, где продолжает аккумулировать потихонечку там Бойко, других, такую вату собирать. И по их мнению, когда опять будет новый момент, они по крайней мере продолжают в это верить, они стрельнут. И дальше будут заниматься этими ватными делами. Я, наверное, вас расстрою, но вряд ли у вас уже это получится. Максимум еще тебя, недожурналист, кто-то будет смотреть, слушать. Но так, чтобы как раньше всерьез аккумулировать, у тебя уже ничего не получится. Но возвращаясь к главной теме, кто еще не понял разницу между мной и Шарием и будет продолжать мне это писать, я, как и раньше это делал, буду игнорировать. У кого остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Потому что у меня на всю мою критику всегда есть предложение. Критикую экономику, даю конкретное предложение с цифрами. Критикую силовиков, даю конкретное предложение. Критикую медицину, даю конкретное предложение. Настолько, насколько я компетентен. В те вопросы, в которых я не компетентен, я никогда не полезу. Но, естественно, я как предприниматель и просто, да, скажем так, общеразвитый человек, я прекрасно вижу в разных сферах, где правильно и неправильно. Потому что практически все уже изобретено до нас в западных капиталистических странах. И когда ты там побывал, то ты уже прекрасно понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо. И я могу 300 раз ругать чиновников разных и даже президента.
Но подчеркиваю, я никогда не опущусь до такой мерзости, которой занимается Шарий и же с ним. И всегда это делается только потому, что есть встречные предложения, которые не хотят рассматривать, потому что там есть окружение и лица, которые просто занимаются и пошли во власть для своей личной выгоды. Вот и все. Никакой другой цели я не преследую. Никогда не буду единую независимую Украину как-то в стиле Шария оскорблять, а он именно занимается оскорблением своей родины, кстати. Вот и все. Кто эту разницу не понимает, удалитесь, я даже не хочу вас видеть, не хочу вас читать, вы мне просто не интересны. Вот такая точка зрения. Спасибо, что досмотрели до конца. Толя, тебе привет, надеюсь, ты когда-то своего получишь.